Всем огромный привет! Вы находитесь на моем канале «Сказочная страна амигуруми». И сегодня я хочу вам показать мастер-класс на вот таких вот бегемотиков маленьких и больших. Это семья бегемотиков. Вот это папа. Вот такой вот бегемотик. Размер этого бегемотика 17 сантиметров. Связан он из плюшевой пряжи на 100 грамм 120 метров. Вот такой вот папа. Вяжется он полностью одной деталью. Ничего не ввязывается, ничего не пришивается. Вот такой вот бегемотик папа. Дальше вот такая вот бегемотик мама. У нее ввязывается юбочка, будем вывязывать. И единственное, что солоха, будем ее пришивать. Или можно ее пришить или просто надеть. Размер ее тоже 17 сантиметров. И вот такой вот ребенок. Размер 13 сантиметров. Вот такой вот малыш. Значит, на вот такого вот бегемотика, на большого бегемотика необходимо 30 грамм пряжи. То есть с одного моточка выходит таких 3 бегемотика. Вот. Если вам нравятся эти игрушечки, то приглашаю на свой мастер-класс. Приятного просмотра. Связали папу. Теперь мы свяжем с вами маму и ребеночка. Мама будет точно такая же, как и папа. Вязаться будет точно так же, поэтому папу я связала заранее. Итак, какие материалы нам понадобятся? Значит, бегемотика маму мы будем вязать с плюшевой пряжи Himalaya Dolphin Baby. Номер скажу, потому что есть еще этикетка. Это 80-532. Дальше ребеночка мы будем вязать точно с такой же пряжи плюшевой, как и связан папа. Не знаю, бежевая пряжа. Просто бежевая пряжа, тоже Himalaya Dolphin Baby. Но этикетка, конечно же, не сохранилась. Вот, в принципе, вы можете связать из любой бежевой пряжи, любого производителя. Дальше нам понадобится еще Yarnart Jeans. У меня это будет ярко-розовый, потому что у меня будет мама. Будем ей вязать одежду. Вот, и понадобится нам Yarnart Jeans. Также нам понадобится 2 крючка. Для вязания животных бегемотика у нас 4 миллиметра крючок. Для вязания одежды 3 миллиметра я взяла. Чтобы было попышнее и не такая плотная вязка была. Дальше глазки для большой бегемотки мамы. У нас 9 миллиметров. Это что такое? 9 миллиметров глазки. Это для мамы. Для ребенка у нас 8 миллиметров глазки. Также нам понадобится маркер, ножницы, зажигалка, в общем, холофайбер, все, что необходимо. Давайте начнем. Итак, начинаем вязать бегемотика. Взяла я 4 и набираю 4 воздушные петли. 2, 3, 4. Набрала цепочку из 4 воздушных петель. Со второй петли от крючка провязываем прибавку. 2 столбика без накида в одну петлю. В первую петлю я ставлю маркер. Дальше по цепочке провязываю 1 столбик без накида. И в последнюю петелечку провязываю 4 столбика без накида. 1, 2, 3 и 4. По второй стороне провязываю по цепочке 1 столбик без накида и в последнюю петлю прибавку 2 столбика без накида в одну петлю. Первый ряд провязан. В первом ряду у нас получается 10 столбиков. Снимаю маркер, второй ряд. В первую петлю провязываю прибавку. 2 столбика без накида в одну петлю. И маркер ставлю в первый столбик. В
первый столбик. Дальше провязываем вторую прибавку в следующую петлю. Дальше 1 столбик без накида. Дальше 4 прибавки. В каждую петлю 2 столбика без накида. Раз, два, три и 4. Дальше 1 столбик без накида и 2 последние прибавки. В каждую петлю 2 столбика без накида. Второй ряд готов. Во втором ряду у нас 18 столбиков. Третий ряд. Снимаю маркер и провязываю 1 столбик без накида. Ставлю маркер в первую петлю. Дальше провязываю второй столбик без накида. И дальше провязываем носик. Носик будет у нас состоять из 3 столбиков с накидом. Делаю накид в следующую петлю, провязываю 3 столбика с накидом. Раз, сюда же 2 и сюда же 3. Провязав 3 столбика с накидом, снимаю крючок, вставляю в первую петельку, вставляю рабочую петельку и вывожу через первую. Делаю 1 воздушную. Дальше провязываем, не пропуская петельки, провязываем 1, 2, 3 и 4. Дальше вяжем второй носик. В следующую петлю провязываю 3 столбика с накидом. Раз, 2, 3. Вытягиваю немножко рабочую петельку, вставляю в первую из 3 и вывожу рабочую петлю через первую. Делаю воздушную. И дальше до конца ряда провязываем 10 столбиков без накида. Вот такая у нас получается уже третий ряд. Дальше 4, 5 и 6 ряд провязываем 18 столбиков без накида по кругу, без прибавок и убавок. 4, 5 и 6. В первую петлю ставлю маркер. 2 петли провязали, теперь ищем воздушную петельку, которую мы провязывали на носике. Провязываем ее и дальше провязываем 4 столбика между носиком. Дальше опять ищем воздушную петельку и в нее провязываем. И теперь провязываем до конца ряда 10 столбиков без накида. И теперь еще провязываем 5 и 6 ряд по кругу. Еще 2 ряда давайте свяжем. Итак, провязали мы вот такую деталь. Теперь 7 ряд. 7 ряд вяжем так. Первую петлю провязали, ставлю маркер обратно. И еще 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Всего 4 столбика мы провязали. Теперь провязываем 4 прибавки подряд. В каждую петлю 2 столбика без накида. Первая прибавка,
вторая прибавка, третья прибавка и четвертая прибавка. Теперь дальше до конца ряда провязываем 10 столбиков без накида. Вот так. Теперь в седьмом ряду у нас получается 22 столбика. Восьмой ряд. Снимаю маркер и провязываю первый столбик, ставлю маркер. И еще 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Всего 4 столбика после маркера. Дальше провязываем так. 1 столбик без накида, в следующую прибавка. 1 столбик без накида, в следующую прибавка. 1 столбик без накида, в следующую прибавка. 1 столбик без накида и в следующую прибавка. 4 повторения мы с вами сделали. И дальше до конца ряда 10 столбиков без накида провязываем. Семь, 8, 9 и 10. Провязали мы с вами 8 ряд. В 8 ряду 26 столбиков у нас получилось. И теперь 9 и 10 ряд провязываем без прибавок и убавок 26 столбиков без накида. Давайте провяжем. Итак, провязали мы деталь. Вот такая получается. Теперь 11 ряд. Не помню, говорила вам или нет, в 8 ряду у нас должно получиться 26 столбиков без накида. И 8 и 9 ряд мы провязываем без прибавок и убавок 26 столбиков без накида. Дальше 11 ряд. Провязываем так. Снимаю маркер, провязываем 1 столбик без накида. Ставлю маркер в первый столбик. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Провязав 6 столбиков без накида, делаем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4 и 5. Провязав цепочку из 5 воздушных петель, дальше вяжем следующую петельку, в следующую петлю на голове, провязываем 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. И провязываем 5. Это мы вяжем ушки с вами. 1, 2, 3, 4, 5. Вот провязали цепочку. И в следующую петлю, со следующей петли провязываем 11 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И 11. Вот провязали мы с вами ушки. И теперь на этом этапе вставляем глазки. Значит, берем глазки наши 9 миллиметров. И начинаем вставлять. Итак, глазки вставляем между 8 и 9 рядами.
между 8 и 9 рядами. И вставляем их напротив ноздрей, вот здесь, с одной и со второй стороны. Итак, отсчитываем. Вот наша серединка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот между 8 и 9 рядами напротив, вот напротив вставляем глазики. Если считать по вот этому ряду, то 7 столбиков между глазками. Все, одеваем фиксируем с вами глазки. Вот зафиксировали глазки. И теперь, чтобы они наверняка с ними ничего не случилось, мы подпаливаем. И делаем шляпку. И вторую. Все, вот такие вот шляпки готовы. И продолжаем с вами вязать 12 ряд. Двенадцатый ряд. Первую петельку провязали. Ставлю маркер. 2, 3, 4 и 5. Провязав 5 столбиков без накида, дальше вяжем по схеме. 1 столбик убавка, так повторяем 4 раза. Итак, провязываем перед ушком 1 столбик без накида. Дальше убавка. Ушко на себя кладем, вот так вот, на деталь. Делаем убавку. Дальше опять 1 столбик без накида, убавка. 1 столбик без накида, убавка. 1 столбик без накида и убавка последняя за ушком. И дальше до конца ряда провязываем 9 столбиков без накида. И 9. В 12 ряду у нас получается 22 столбика. 13 ряд. Провязываем 5 столбиков без накида. В первую петлю ставлю маркер. 2, 3, 4 и 5. Дальше 4 убавки подряд. Раз. Два. Три. И 4.
И дальше в 13 ряду 9 столбиков до конца ряда, 18 столбиков должно получиться в конце ряда. Дальше 14 ряд. В 14 ряду делаем так. Снимаю маркер, провязываем 1 столбик без накида, ставлю маркер обратно. Дальше вяжем убавку за передние полупетельки, убавку. Опять 1 столбик без накида и убавка. Так нужно провязать до конца ряда. Всего 6 повторений должно быть. И в конце ряда у нас должно быть получиться 12 столбиков. Дальше 15 ряд. Снимаю маркер и провязываем 1 столбик без накида. Ставлю маркер в первый столбик. В следующую прибавка. 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше опять 1 столбик без накида. В следующую прибавка. Один столбик без накида. Следующую прибавка. Так нужно провязать до конца ряда. Всего 6 повторений. И в конце ряда у нас 18 столбиков. И в конце прибавочка. Так, вот такая деталь у нас уже получается. Задумалась, знаете, о чем? Следующий мастер-класс у меня будет сумочка в форме дракоши. Смотрите, как интересно. Вот здесь вот будет сумочка. Вот здесь вот я вышью вот эти вот шипы. А здесь будет она на расширении идти и на лямочках будет. Интересный вариант, смотрите, сумочки. Только не бегемушка, она мне напоминает дракошку. Сейчас почему-то так мне показалось. На змею не похоже, вот, а вот такая вот сумочка, такой небольшой вариант, интересно. Надо будет подумать над этим. Смотрите. Так, ладно, не отвлекаемся. У меня уже сразу мысли. Сумочка в виде дракоши. Интересный вариант. Все, продолжаем. 16 ряд. Значит, я уже сказала, в 15 ряду у нас получается 18 столбиков. И 16 ряд продолжаем. Снимаю маркер. 1 столбик без накида. 2 столбик без накида. В следующую прибавка. 2 столбика без накида в одну. Дальше опять 2 столбика без накида. В следующую прибавка. Так нужно повторить 6 раз. В конце у нас должно получиться 24 столбика. Давайте так провяжем до конца ряда. Семнадцатый ряд. Снимаю маркер и провязываем 3 столбика без накида. В первую петлю ставлю маркер. 2, 3 и прибавка.
И так нужно провязать до конца ряда. 3 столбика без накида. В следующую прибавка. Так должно быть 6 повторений. В конце ряда должно получиться 30 столбиков. Давайте так провяжем до конца ряда. 18 ряд. Провязываем так. 4 столбика без накида. В первую петлю ставлю маркер. Два, 3, 4. Следующую прибавка. Так нужно провязать до конца ряда. В конце ряда должно быть получиться 36 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и прибавка. И еще 4 раза повторений до конца ряда. Итак, провязала я 18 ряд. У меня получилось 36 столбиков без накида. Я уже набила мордочку, голову полностью. Вот тоже можете ее набить. И вот такая вот мордочка уже получается. Вот такие ушки. Вот, и давайте продолжаем 19 ряд. Провязываем 1 столбик без накида, ставлю маркер в первый столбик. В следующую провязываем ножку. Значит, ножку провязываем точно так же, как и ушко, только у нас ножка будет состоять из 5 столбиков с накидом. Делаю накид, и в следующую петлю я провязываю 5 столбиков с накидом. Раз, сюда же, 2, сюда же, 3, сюда же, 4 и сюда же 5. В первую петлю я вставляю крючок, одеваю рабочую петлю и вывожу через первую. Делаю воздушную. Первая лапка готова. Теперь провязываем 27 столбиков без накида. Смотрим, чтобы не пропустить петельку, вот первую. И провязываем 27 столбиков без накида. Давайте так провяжем. В следующую петлю провязываем ножку точно так же. Делаю накид и в следующую петлю провязываю 5 столбиков с накидом. Раз, 2, 3, 4 и 5. Вытягиваем немножко петельку. В первую ставлю крючок, вставляю рабочую петельку, вывожу через первую, делаю воздушную. Теперь провязываем до конца ряда 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Вот такая деталь уже получается. Теперь начиная с 20 ряда, 4 ряда мы провязываем с вами 36 столбиков без накида. Хочу немножко уточнить. Значит, когда мы вяжем папу-бегемошку, мы вяжем 9 рядов без 9 рядов. С 20 по 28 ряд мы провязываем 9 рядов, 36 столбиков без накида. Когда мы вяжем маму, мы вяжем 4 ряда, мы вяжем просто 36 столбиков без накида. 24 ряд мы вяжем за заднюю стеночку петли, для того, чтобы мы связали с вами юбочку, присоединив пряжу. И дальше с 25 по 28 ряд мы вяжем 36 столбиков без накида за полную петельку. То есть только 24 ряд мы вяжем за заднюю стеночку петли. Надеюсь, это понятно. Всего нам нужно связать 9 рядов.
Если вы вяжете без юбочки, то вы можете провязать просто 9 рядов без изменений. Если с юбочкой, то в 24 ряд за заднюю стеночку петли только провязываем. Все, давайте провяжем. Итак, провязали 28 рядов. Значит, я определила переднюю стеночку петли, вот ряд, маркером. Вы можете тоже это сделать, но здесь очень отчетливо видна линия. Вот кто ее не видит, то можете сделать маркером, определить. Вот, и теперь продолжаем вязать 29 ряд. Провязываю первый столбик и ставлю маркер в первую петлю. Дальше второй столбик. Так. И третий столбик. Дальше провязываем ножку. Ножку вяжем из 5 столбиков с накидом в одну петлю. Делаю накид и провязываю в один столбик 5 столбиков с накидом. 2, 3, 4 и 5. Снимаю маркер, вставляю в первый столбик, одеваю рабочую петельку и провязываю через первый столбик. Дальше делаю одну воздушную. И дальше, не пропуская столбики, вот первый столбик, не пропуская, провязываем с вами 27 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4. Давайте провяжем 27. Дальше провязываем еще одну ножку. В следующую петлю провязываю 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Вытягиваем немножко петельку, снимаю ее с крючка, одеваю в первую петельку, одеваю рабочую, затягиваю, подтягиваю немножко и вывожу через первую, делаю воздушную петлю, и дальше до конца ряда я провязываю 4 столбика без накида. 1, 2, 3 и 4. Вот так. Теперь 30 ряд. С 30 ряда мы уже начинаем делать убавки, поэтому постепенно можно набивать туловище холофайбером. Но я еще несколько рядов провяжу. Итак, я снимаю маркер и провязываю 4 столбика без накида. 1, в первый столбик ставлю маркер. 2, 3, воздушную петельку на ножке, 4. Дальше провязываю убавку. Провязываю убавку. Дальше опять 1, 2, 3, 4 и убавка. Дальше опять 1, 2, 3, 4 и убавка.
Дальше вяжем хвостик. Хвостик вяжем посерединке. Вот так вот проводим полосочку. И вот провязываем на этом этапе хвостик. Набираю 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Вот. И со второй петли от крючка провязываем 3 соединительных столбика. 1, 2 и 3. Теперь следующую петлю, со следующей петли, вернее, начинаем и провязываем 4 столбика без накида. 2, 3, 4. Дальше убавка. Опять 1, 2, 3, 4. Убавка. И опять 1 на лапке за воздушную петельку, 2, 3, 4 и убавка. Все, так мы провязали, значит, 30 ряд, вывязали хвостик. Хвостик, как я сказала, уже он должен быть посерединке, по верхней части посерединке. 31 ряд. 31 ряд провязываем 3 столбика без накида плюс убавка, так повторяем 6 раз, в конце 24 столбика. То есть уже пошли на убавку. То есть уже с этого момента можно добавлять сюда холофайбер. Итак, набила я холофайбером. Теперь 31 ряд. Снимаю маркер. Провязываем 3 столбика без накида. В первую петлю ставлю маркер. 1, 2, 3 и убавка. Так нужно провязать до конца ряда. Всего 6 повторений, в конце 24 столбика. Дальше 32 ряд провязываем 2 столбика без накида плюс убавка, так повторяем 6 раз, в конце 18 столбиков. 33 ряд 1 столбик без накида плюс убавка, так повторяем 6 раз, в конце 12 столбиков. И в 34 ряду все 6 убавочек. Все, давайте провяжем вот это закрытие с вами с убавочками и встретимся.
Так, закрыла я отверстие, добавила много холофайбера, так как здесь тельце такое плотненькое, ну, кругленькое, то холофайбера ходит очень много. Набивайте тельце, чтобы оно было везде одинаковое, везде плотненькое. Здесь на животике, так как оно кругленькое, вот здесь вот я придавливаю, чтобы было ровно. Для того, чтобы игрушка хорошо стояла, вот эту вот часть нужно вот так вот сделать ровной, чтобы она вот хорошо стояла. И вот она прекрасно стоит и не переваливается никуда. То есть вот эту вот часть вот так нужно приплюснуть ее ручками. Вот так. Чтобы ножкам не мешало тело стоять. Вот так. Теперь одела я уже иголочку, обрезала ниточку. И теперь просто нужно отверстие закрыть. За полупетельки я стягиваю отверстие. Делаю узелочек. И в серединку вот так вот ввожу и вывожу в любое место. Затягиваю. Вот, и здесь ничего не видно, очень кругленько. Теперь путаю ниточки по всему телу. Вот так. Обрезаю хвостики. Все, вот такая вот бегемошка готова. Я беру Ярнард джинс, переворачиваю бегемошку, снимаю маркер, беру крючок номер 3. Беру крючок номер 3. И сейчас мы будем с вами ввязывать юбочку. Ввожу сюда крючок за переднюю стеночку. Вот и присоединяем ниточку. Делаю воздушную петлю. И сюда же провязываю столбик без накида. Вот так. И сюда же провязываю еще один столбик без накида. Теперь хвостик мы этот будем вязать вместе с нашей юбочкой. При этом в каждую петельку, это у нас будет 24 ряд, за каждую переднюю петельку мы будем вязать 2 столбика без накида. Значит, в каждую петлю 2 столбика, так как у нас было 36 здесь петелек по кругу, то у нас тут должно получиться 72 петли по кругу. И вот так вот, одевая в каждую петельку, провязываю вот так вот столбик без накида по кругу. Хвостик тоже вяжем вместе. Все, хвостик можно отодвинуть, мы его потом закрепим. И дальше продолжаем вязать за переднюю стеночку в каждую петлю 2 столбика без накида. Петельки не затягиваем, так как это одежда, поэтому вяжем легко. Вот так. Вот так надо по кругу провязать. Давайте провяжем. Итак, провязала я вот по всей окружности. Теперь делаю соединительный столбик. Так.
соединительный столбик в первую петлю предыдущего ряда. Вот так. Теперь делаю 2 воздушные петли. Сюда же провязываю столбик с накидом. В следующую петлю прибавка. 2 столбика с накидом в одну петлю. Так нужно провязать до конца ряда. В следующую 1 столбик с накидом, в следующую прибавка. У нас должно получиться в конце ряда 108 петель, 108 столбиков. Вот так. И дальше 3-й и 4-й ряд без изменений по кругу, 108 столбиков с накидом. Давайте вот так вот провяжем по кругу. Итак, вот такая юбочка у меня получилась. Вот она вязаная, поэтому ребенок ее никуда не денет. Вот такой вид сзади, вот такой вид спереди. Юбочку можно, если вы хотите подлиннее, то можно еще несколько рядов связать. Но для меня это достаточно. Это такое вот украшение для мамы. Теперь давайте свяжем ей солоху. Давайте вот так поставим, чтобы она стояла, заднюю, вернее нижнюю юбочку я наперед вот так вот ставлю, и тогда она хорошо стоит. Вот так. И вот так вот она хорошо стоит. Солоху будем вязать тоже с розовой пряжи, крючком номер 3. И давайте свяжем с вами. Итак, набираем цепочку из 60 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Итак, набрали мы цепочку из 60 воздушных петель. Теперь начинаем вязать таким образом. Во вторую петлю от крючка я провязываю соединительный столбик. В следующую еще один соединительный столбик. Дальше провязываю по цепочке столбики без накида. По цепочке провязываем столбики без накида. Вот так провязываем, не довязывая до конца ряда 2 столбика, 2 петельки воздушные. То есть вначале мы провязали 2 соединительные петельки, и дальше до конца ряда мы провязываем столбики без накида, оставляя, не довязывая, вернее, 2 петли. Давайте так провяжем. Итак, довязала я 55 столбиков без накида, остается 2 петли. Провязываю соединительные столбики 1 и в последнюю 2. Дальше прокладываю хвостик, и на обратной стороне я провязываю точно так же.
вместе провязываем 2 соединительных столбика и дальше столбики без накида по обратной стороне цепочки. Вот так получается. Вот по второй стороне мы провязываем столбики без накида дальше. До конца провязываем, не довязывая 2 петли в конце. Давайте провяжем. Итак, остается 2 петельки. Я провязываю соединительные столбики. Вот я уже провязала. Теперь просто соединительные столбики. И все, и в последнюю тоже соединительный. Вот так. Теперь обрезаю хвостик подлиннее. Делаю соединительный столбик в первую петлю предыдущего ряда. Но так как его невозможно сделать, я фиксирую ниточку, одеваю иголку. И ввожу вот в первую петлю предыдущего ряда. Вот так. Вот такая солоха у нас получилась. Я взяла более тонкую иголочку. Вот, и потому что тоже она с большим ушком у меня, я взяла вот с большим ушком. Вот, но она будет хорошо мне прятать кончики. Спрятав небольшой кусочек, теперь я этой же ниточкой буду пришивать. Сейчас померяем еще раз. Вот так где-то приблизительно. Давайте придерживаем, снимаем и вот здесь вот пришьем.
Ну, вот такая вот получается солоха. В принципе, вот этого моточка не видно намотанного. Ну, можно его делать, можно не делать, то есть на свое усмотрение. Вот так вот на бочок делаем. Ну вот. Давайте покажу вам. Вот такая мама бегемотик готова. И давайте свяжем ребенка, малышку ихнюю.